Всем привет, дорогие друзья! У нас новый выпуск подкаста про кибербезопасность и не только. На самом деле у нас с Даней вот уже был выпуска 2, кажется, по-моему, 2 выпуска. Мы общались на, Один. на один, да? Мне казалось, будто 2. Мгм. Короче говоря, мы записывали выпуск про кибербезопасность, и люди по-прежнему продолжают, точнее, комментировать по этому видео, и на самом деле мы это тоже сегодня обсудим. Вот. Но на самом деле прошло времени довольно много, и много всяких событий произошло интересных. Самое интересное событие мы обсудим ближе к концу, вот, но будет много довольно интересного, так что сразу ставьте лайк, подписывайтесь и переходите, кстати говоря, в канал к Дане. У него весьма интересно в Телеграме, будет в описании. Вот, поехали. Дань, слушай, я что хотел спросить-то самое главное. Что у тебя лично произошло? Какие интересные события на твоем фронте профессиональном? Слушай, из личного я получил диплом, я получил высшее образование. Я, получил высшее образование, тут же накинул на него повышение квалификации по мобилке. Это было очень смешно. То есть, типа, я буквально сижу на вручении диплома и печатаю, чуваку, который нам повышение делал, такой: вот я получил диплом, держи фотку, иди делай. Они мне вот сейчас должны прислать повышение квалификации, удостоверение, наконец-то мое. Ну что, я нашел пару интересных РЦЕшек, которые я не могу раскрывать. Ну и, в принципе, по мобилке достаточно много в мире произошло. Мгм. А диплом, подожди, то есть получается, ты получил диплом, и в то время, как ты работал уже весьма успешно на на ИБ фоне, да? То есть ты весьма Да, долго я работал. получил диплом. Ну, то есть самое забавное, то есть, типа, у меня специалитет 5,5 лет, я учился 7. То есть Ага. это вообще отдельная тема. То есть я до этого учился на РФФ, на радиофизическом А, факультете, перевелся оттуда на свою специальность на компьютерной безопасности. И вот сейчас, наконец-то, я получил диплом. Какие 7 лет в универе провел? ну это жестко, это жестко. Это не бакалавр Да. уже, это специалист уже, да? Ты уже это больше как что-то научное уже, нет? Или это на каком Слушай, нет, уровне? я специалист, то есть, типа, это получается по текущим меркам, типа, я бакалавр плюс магистратура полноценная, Мгм. ну, по крайней мере, на российском рынке считается так, что у меня полное высшее законченное образование. Клево. Дальше Ну, только в аспирантуру, если только идти получать. ты планируешь, нет? Пока нет, пока что-то как-то не знаю, надо ли они оно. Я задумываюсь, но возможно, я передумаю, но пока что-то как-то неохота. Не очень мне хочется учить студентов, потому что, ну, как-то, не знаю, знаешь, в аспирантуре очень важная деятельность, что ты идешь и несешь свои знания дальше, а Да. если касаемо академических знаний, касаемо университетских подходов, они очень странные, и там очень много бумажной работы, волокита, а я все-таки больше про практику. Когда ты приносишь в ВУЗ практику, очень сложно ее совмещать с тем, что хочет ВУЗ получить. Технарям вообще сложно, так как все меняется. Мы с тобой даже обсуждали, что знания, которые получаешь в универе, зачастую там как бы уже устрелят несколько лет, а когда ты к моменту окончания, так вообще там, может быть, да. Вот. Ну, слушай, если Покажи это открыть диплом, диплом, покажи. диплом, ну смотри, есть корочка, есть сам диплом специалиста, это такая бумажечка, я вообще не понимаю, зачем она нужна. И самое Вкладыш, интересное, вкладыш, вкладыш, да. это приложение, короче, в нем внутри куча всего написано, тут дофигища предметов, но самые важные, три первых предмета, это история, философия, иностранный язык. Я не шучу, они идут первыми, это ведь, следующими идет безопасность жизнедеятельности и физическая культура и спорт. Наверное, мне кажется, М. на этом можно заканчивать мой диплом. В принципе, все важные знания были получены. М, Но м, знаешь, что могу сказать? То есть до момента выпуска я все-таки ходил и думал, что я получаю какую-то фигню. И только вот типа в последний год учебы в универе и работы одновременно, я реально понял, что что-то полезное на мне там дали. Но Какая-то дали, база, знаешь, да? ну, короче, это даже не столько база. Короче, что могу сказать? Матан, то, что была математическая база, это хорошо, это полезно, оно где-то остается, ты можешь где-то это применять, но в Мгм. реальности ты с ним не сталкиваешься. Ну, то есть, и либо очень редко сталкиваешься там, в каких-то сильно узких моментах по типу криптографии. Ну, там очень-очень узкие моменты, и чаще всего ты сильно поверхностные вещи видишь там. Из всяких языков программирования, то, как они преподавались, конечно, это ужас, они не особо были полезными. Из полезных предметов, наверное, могу выделить базы данных, потому что, ну, реально полезный предмет оказался. Ну да. Вели очень классно, очень практически, и преподаватель был прикольный. Из еще прикольных предметов почему-то практики по операционным системам нам ввел их слепой препод, великолепный мужик. Представь, Вау. слепой преподаватель, который программирует вслепую, который на слух воспринимает твои лабы и работает лучше. И он видит в Обалдеть. лабах ошибки.
То есть, понимаешь, уровень Титаническая просто. работа, на самом деле, титаническая вообще, когда вот такие Слушай, люди, я достаточно просто... известный человек Михаил Пожидаев, насколько я помню. Ну, то есть, типа, его можно погуглить, он там много разработки в open source сделал, просто титанический чувак. То есть он там И коммитит на GitHub, да, то есть он что-то пишет, при да, этом да, да, человек да. То есть слепой. О, да, да, капец. он абсолютно слепой, он не видит ничего, он на слух воспринимает код, и для меня тогда это было просто... И при этом он обалденно знает операционные системы. И я еще, Вау. короче, подходил к вопросу так, что я приходил на пару, всем давали лабу, я говорю, блин, ну я вот это знаю, может что-нибудь посложнее. Он мне такой, типа, ну иди, короче, разберись, как с уровня ядра открыть сокет и провести соединение. Получится, Мгм. нет, там, вот такие он мне лабы накидывал, То есть это было низкоуровневое безумно. такое линуксовое, да, там, пойди Там разберись, было как все прям работает. линуксово и конкретно, и очень классно был. То есть там просто для меня этот предмет оказался одним из самых полезных. А так, Слушай, а интересно, а ну, по виндовому ядру что-то разбирают, там, как это, не знаю, реверс инжиниринг, или это нет, абсолютно какой-то бред? преподают только Unix Ага. операционную систему, очень редко так говорят про винду. Но, честно говоря, не знаю, типа я редко встречал, что где-то преподали про винду. Я знаю, что у моего дедушки в МИФИ он прям делал в учебнике, что он в рамках своих пар вел про винду. То есть, типа, он прям рассказывал про DOS-системы, Мгм. но это очень редкая история. Ну да, это такое И себе. это было, типа, ну, лет 10 уже назад. То есть, ну, то есть Да, в очень... винде там ничего не поменялось за 10 лет. Там то же самое инди-ядро, даже файловые системы не меняются 30 лет уже. Там уже все, знаешь, настолько затхло, мне кажется, что там они уже сами не знают, как это все исправить. Ну да ладно, не будем о А, грустном. Из интересного, наверное, вот что в вузовской программе действительно было полезно, нам повезло, у нас было немножко безопасности в приложении, ну, типа, к тому моменту, как я до них дошел, когда я до них добрался, я уже знал все, я уже знал лучше преподавателя. Это было Мгм. очень смешно, когда ты, типа, сидишь на паре, препод тебе дает лапу, ты ее делаешь за 5 минут, приходишь, расскажешь, препод говорит не так, я говорю, нифига, вот смотри, и начинаешь ему, короче, разрисовывать картину, и чувак такой, такая же примерно ситуация была с безопасностью сетей. То есть прям, Мгм. ну там прям реально чувак-аспирант был и вел, ну как бы он не очень понимал их, поэтому приходилось, то есть ситуация была какая, они велись очно эти пары, и было смешно, когда я приходил, вначале объяснял лабу преподу, а потом начинал принимать у всех остальных. Это было такое, типа, на протяжении достаточно длительного периода, пока я не забил на пары и не перестал на них ходить. Но, короче, лаб 7 я так сдал, а потом он мне просто поставил автомат, я больше не ходил. Но некоторые преподы обижаются, когда ты больше не знаешь. Тоже, как бы, Нет, а знаешь, он такая сам история. сказал, он сам, видимо, просто устал, видимо, меня лаба принимать, потому что очень сложно, и меня отпустил просто. А так, могу сказать, универ был полезной штукой в плане, не знаю, в плане стандартов. То есть универ все-таки учит тебя стандартизировать свои знания, учит учить всякую фигню. То есть, типа, вот именно не в плане того, что это плохие знания, а в плане того, что ты можешь Мгм. большой объем информации уложить в свой мозг очень быстро. И потом Да, быстро от да. него избавиться точно так же. Но это оказалось полезным навыком. Из полезных навыков писать всякие дипломные курсовые работы очень полезно, когда ты потом пишешь какие-нибудь стандарты в информационной безопасности. Прям очень полезно и очень помогает. А Ну, ты так, собираешь все наверное, свои мысли в пучок собираешь такой, да, и другим уже можешь, умеешь их рассказывать, докладывать. Это тоже классный навык, абсолютно. Ладненько, давай постепенно сруливать, наверное, с темы диплома, переходить на что-то давай, давай, другое. давай, Вот у нас тут давай. буквально вчера комментарий появился под старым видео, где мы с тобой обсуждали про как начать путь в кибербезопасность, да, и я вот его Мгм, даже мгм. частично зачитаю. Вот, значит, ты говорил что-то про проблемы в кадрах, насколько я помню, что там не хватает специалистов, Да, и, в да, общем-то, да. есть такая трабла, короче говоря. Вот он на это отвечает, говорит, проблема не в кадрах, проблема в ненужности таких специалистов на рынке, мне так еще нравится, что ненужности. На каком этапе бизнес вообще готов платить деньги таким специалистам по безопасности? На самом последнем. 99% организаций просто обратятся на аутсорс, и такая работа будет стоить от силы 1100. Возникает вопрос, а зачем держать вообще у себя безопасника, мобильщика, который в год обходится почти в 3 миллиона? Посмотрите бакбаунти, за каждую там, за награду 10-500 тысяч вам каждую проблему найдут, залатают и так далее. Итог. Просто нет смысла в профильном ИБшнике по мобилкам. Что бы ты на это ответил? Такой итог еще жесткий. Слушай, это, короче, надо как в рэпе, давай по частям разбирать. Ну, во-первых, я не знаю, откуда он взял цифру в 3 миллиона, это какие-то, видимо, его подсчеты, но и про Это цифру доллары 100 или тысяч. рубли? Что это? Ну, кстати, да, вот мне тоже интересно, если там 100 тысяч долларов, в принципе, вполне нормальная цифра, я Ага. считаю, в месяц. Но давай, во-первых, если он говорит про рубли, 100 тысяч рублей сейчас это, ну, я думаю, что позиция начинающего джуна. Причем такого очень начинающего джуна, который просто пришел на позицию джуника, я учиться пришел. Это нормально.
Я говорю, я знаю ребят, которые даже Стажер, идут в на ВБ, уровне стажера ближе, да, уже, на по уровне сути? стажера, да-да-да. Это в Мгм. нормальной компании имеется в виду. Я понимаю, что там у нас есть там маленькие стартапы, у которых нет денег, как бы они не могут Мгм. платить. Мгм. Согласен. Это тоже нормальная ситуация. Даже я тебе больше скажу, в крупных компаниях сейчас человек просто, который приходит в ВБ с непрофильным образованием, с человек, который приходит на должность, связанную, например, с обучением по информационной безопасности, то есть курсики делать, он получает, ну, то есть, на позиции стажера может получать 60 тысяч рублей. У меня есть такой Мгм. пример. И это нормально. Это То есть сейчас сразу нормально. после универа с почти нулевым опытом, да, в этой сфере? Или вообще нулевым Нет, даже, да? это человек сейчас учится в универе. То есть Ага. оно даже Конкретный не пример, закончилось. короче. Я Да, понял. как бы это пример из реальной жизни, как бы это Я понял. позиция стажера, это не позиция джуна. И 60 тысяч это нормально сейчас. И самое Ага. страшное, я не понимаю, откуда берутся цены, потому что, ну, реально, самое смешное, второй тейк, вот типа 100 тысяч рублей, продолжаем. Я видел офферы, и у меня есть офферы на 700, то есть типа 7 тысяч евро. Без Ну да. проблем, типа, говорят, вообще Это в без России, да? То проблем. есть в России при этом. Нет, стоп, это не российская компания, сразу говорю. То А. есть это да, согласен, то есть типа не то, но у меня есть оффер на 500, и это нормальный оффер, это российская компания, но я не Мгм. согласился, но у меня там свои были причины. Это первый момент, то есть типа зарплата, ну реально какая-то взята не знаю, просто на эмоциях, наверное, чувак сказал, твоя профессия ничего не стоит, зашибись, такой 3 классный миллиона в тейк. год, ну, то есть это, считай, он посчитал какую-то зарплату, типа, там, за 4 месяца, типа того, там, Ну да, там в таком стиле. такое, типа накинул от фонаря. Нужно понимать, что давай к вопросам, когда бизнес готов платить. Ну, вообще, почему бизнес платит за безопасность мобилок? Ну, потому что в первую очередь это его репутация. Во-вторых, чем отличается глобальная мобилка от веба? Да ничем. Это тот же клиент-сайт, по Мгм. факту допустив уязвимость в мобилке, которая позволяет выполнять действия и атаковать бэкэнд, блин, без проблем. Вот тебе та же самая проблема. Тот же самый DOS через мобилку, например, в вебе может быть не быть этой уязвимости, потому что, например, API разнесено. Есть мобильная API, есть API Да. вебовская. И как бы в API мобилки может быть, например, DOS тот же самый, а в API веба не быть. И как бы Мгм. вот Мгм. пример. Вот тоже проблема. Ее нужно найти. То есть тот же самый клиент-сайт. Broken Access Control тоже допускают, тоже возможно. То есть, типа, проблем на самом деле в мобилке тоже много, и они разные, но они больше связаны. То есть, типа, здесь вопрос, то, что когда мы говорим про клиент-серверную архитектуру, мы атакуем чаще всего бэкэнд. Вот тут Да, момент да. есть. Ну, то есть, Но заходим с браузера, сейчас это, никто это, там это, это, это один я риск, такое. да. Второй риск. Мы можем атаковать клиента, воровать его критичные данные, использовать там его приложение каким-либо образом. То М. есть, типа, это второй тейк, он тоже важный. И третий тейк, про который всегда люди забывают и просто даже о нем не думают. Вы свой телефон часто теряете? А, у мобилки есть особенность в его модели злоумышленника. Мобилка про физический доступ. Нельзя про него забывать. Я Да. понимаю, что на многих бэкбаунти программах сейчас говорят, мы не смотрим на физический доступ. Ну, это подход бизнеса, согласен, бывает такое. Но физический доступ всегда есть. И если, например, вы используете какое-нибудь финансовое приложение, и его, например, там, пин-код можно обойти парочкой хуков, ну, это не здорово. А я видел Мгм. такое, что в А финансовом ты что ты имеешь приложении. что ты имеешь в виду под парочку хуков? Что ты имеешь в виду? Типа, взять в руки, открыть приложение, набрать пин-код, и ты уже все у себя счет у Ну, тебя открыт смотри, уже. ну, ты берешь, короче, что ты делаешь? У тебя есть девайс, ты Мгм. понимаешь, какое приложение на нем стоит. Ты берешь, выкачиваешь тоже приложение на готовый телефон, начинаешь его изучать и понимаешь, что пин-код можно обойти теми или иными способами. Мы не будем их Да. раскрывать, но Ну ты да. можешь его обойти и применяешь то же самое, например, для мобильного приложения там. Все. То есть, типа, и Мгм. ты обошел пин-код, ты получил доступ к данному клиенту. Все. Возможность бэкапа. Ты берешь, делаешь бэкап с этого телефона, с этим приложением, переносишь его на тестовое устройство, разворачиваешь и на устройстве с Фридой, там, уже с твоими готовыми утилитами, из бэкапа поднимаешь его, а там оно такое, типа, запрашивает пин-код для доступа к внутрянке приложения. Справедливости Тоже ради, вполне. большинство финансовых приложений, что ты знаешь, штатовских, что я знаю, они на каждом этапе, они сверяют, там, у тебя айпишник, там, что-то подозрительно не тот, все, выкидываем там на двухфакторную авторизацию. У тебя Мгм. немножечко, ты с бэкапа восстановила, он там, айдишка девайса не совпадает, он такой, опа, не подходит, давай-ка вводи там заново. То есть, справедливости ради, большинство приложений, они уже это все учли. Но, наверное, когда мы говорим про что-то там такое, там, российских реалиях, да, наверное, там что-то вот с этим есть. Слушай, это бывает, и это на самом деле не такая редкая история. Есть примеры.
А второй момент, вот когда бизнес готов платить за безопасность, давай, короче, пойдем не от финансовых приложений. Я могу сказать сферу, в которой реально я был неожиданно удивлен. У меня, короче, я в прошлом году умудрился пособеседоваться в компанию, которая занимается, ну, короче, работает с взрослым контентом, так называемым. Мгм, мгм. 18 Самое плюс, да. интересное, Мгм. да, 18 плюс контент. Ребята заинтересованы в безопасности своего приложения и заинтересованы очень круто. То есть Ну, реально конечно. везде, где есть оплата, везде, где есть деньги, везде, где есть процессы, везде, где зависит репутация клиентов, где она важна для бизнеса, везде они интересуются безопасностью мобилки в том числе. Это, то есть, типа, тоже тейк такой достаточно хороший. Ну Плюс, да, типа часто кажется, да, кажется, что вот такие приложения, как правило, минимум внимания уделяют безопасности. На самом деле нет уже, так поменялась уже даже эта отрасль, скажем так. слушай, плюс у нас есть приложения, которые работают со здоровьем. Недавно, короче, ну, наверное, тоже в том году Артем Кулаков нашел в Гарминах SQL-инъекцию, которая позволяет достать из приложения Garmin данные о пользователе. Причем данные, которые, ну, как бы, о Garmin, они собирают вообще абсолютно Да. очень много статистики о здоровье. Факт, ты можешь взять и достать статистику о клиенте из приложения. Ну, типа, тоже не круто, тоже не весело. Понятно, что нужно сформировать определенный запрос, понятно, что как бы это не массовая история, и как бы тут есть куча-куча но это тоже ситуация, это тоже проблема, которую нужно решать. И это тоже репутация пользователя. Например, тому же самому Garmin вообще не прикольно иметь в своем приложении проблемы, потому что это их репутация в первую очередь. Они продают продукт, который работает совместно с мобильным приложением, и если через их мобильное приложение начнут текать данные пользователя, это проблемы. Так Плюс, еще бы, уже, слушай, уже случаи, если привести примеры, GPS-локация чьи-то утекали через Garmin, кажется, и кого-то, так сказать, что-то с ним физически случилось, с этим человеком, насколько я помню, это была громкая история. То есть буквально слили какую-то информацию вот о клиенте, и все. Да, вот. да, но это еще не все. Это не все, за что бизнес готов платить. Окей, хорошо, бизнес может сказать, мне плевать на клиента, мне все равно, но тут у нас вступает офигенная ситуация. Все-таки законодательство заботится о пользователях и законодательство заботится о клиентах. Что они делают? На сегодняшний момент у нас очень много регуляторов, даже на уровне российского рынка, которые приходят и говорят, приложения должны быть защищены, нам нужно обращать на это внимание. А тут уже у бизнеса нет возможности сказать, ну, я как бы забью, я не буду защищать, потому что тут уже что делает регулятор. Например, в случае с финансовыми приложениями регулятор, в случае с Центробанком может пойти отобрать лицензию у приложения, если оно хреново защищено, если оно не прошло какое-то количество А кто, пентестов. кто есть кто-то на стороне государственной, кто будет проверять? Ну, скажем, ладно, на примере России, я просто не знаю, это особенно другие примеры, ну, как бы, например, и там есть какие-то структуры, которые именно реально проверяют, что такое приложение, или они уже только по факту утечки уже говорят, вот утечка произошла, вот давай Слушай, будем разбираться. утечка это, короче, самый крайний случай. Чаще всего для получения лицензии, для ее продления, тебе нужно пройти определенное количество пентестов. Пентесты чаще всего это как бы аутсорс, то есть Мгм. ребята заказывают пентест, и тебя рандомная компания проходит пентест. Либо сама компания запрашивает пентест у стороннего подрядчика, у которого есть лицензия на проведение пентеста. И пентест проходит, а подрядчик подписывается под тем, что приложение безопасно. И здесь, М, если бизнесу удалось договориться и закрыть глаза на некоторые проблемы, а если не удалось? А Ну если да. требует определенный подрядчик? А если подрядчик считает, что он не может делать фальшивый пентест, а ему нужно показать реальную ситуацию? И тут бизнес уже не может закрывать глаза, у него просто он стоит без выхода. Такой, типа, дайте, сделайте безопасность, пожалуйста. Ну, Ну и короче, как бы не выхода особого и забываем, нет. ну да, то есть Нахлобучили тут так. получается такая картина, что с одной стороны нас греют наши клиенты, потому что, ну, как бы для нас это репутация. С другой стороны, мобилка это, ну, прямой путь к нашему бэкэнду, тот же самый клиент-сайт. А со стороны законодательства нас греют регуляторы. Все. Ну, Да, типа, руки кончились связаны. времена, когда мы сказали, мобильное приложение, да пускай оно там валяется, никто не будет изучать. Ага, как помнишь, когда-то там запросы по HTTP ходили спокойно, без какого-либо энкрипшена, то есть вообще была красота, в кавычках. И я Да, хотел еще да. ответить этому комментатору, что он написал, что они не нужны, специалисты по инфобезопасности. Но, во-первых, Даня уже опроверг это во многом. А я хотел еще добавить, что времена поменялись, и если раньше мобильное приложение было дополнение к чему-то, то сейчас, наоборот, сначала делают первым делом мобильное приложение, а вторым делом уже десктопное. Уже на некоторых платформах там приложение уже так. То есть настолько все поменялось, что это чуть ли не первая платформа. Ну, первым делом Слушай, просыпаемся, берем в руки телефон, а не комп. у меня ощущение, что, короче, сейчас пилят вначале веб, потом тут же делают мобилку, а потом Мгм. уже, короче, когда-нибудь руки дойдут, десктоп сделаем.
Desktop вообще, А, он устарел во всех смыслах, по большому-то счету. Ну, тут какие-то, видишь, сейчас Chrome OS появляются, куда можно что-нибудь закинуть, все в эмуляторы идут какие-то, стараются, как бы, чтобы мобильные приложения были кроссплатформенные, чтобы можно было им и куда угодно воткнуть. Ну, короче, к этому все идет. А Возможно, кроссплатформенное, видишь, оно все идет потому, что тупо лень, ну, не хочется тратить деньги на программистов, которые будут под 3 да, платформы писать, вот и да. все. Это не связано с тем, что они прям так мечтают об универсальности. Были бы деньги на все 3 платформы, писали по 3 платформы разный код, но нет. Что Да, имеем? да. Что ты хотел добавить еще? Я говорю о том, что я к тому, что то есть сейчас на винде появляются эмуляторы какие-то под Android, то есть когда ты можешь APK закинуть. Я много такого видел, что под Мгм. Linux появляется, то, что Linux APK, по-моему, на Android, на винде появляются эмуляторы под APK, чтобы у тебя прям в винде работал полноценная APK. Ну, что-то, короче, идет к этому миру. Я вижу, что все больше там стараются к некому универсальному формату прийти, чтобы у нас везде поддерживать что-то универсальное. Ну, по крайней мере, Да. движение к этому есть. Это знаешь, как раньше было на Linux, что было куча разных пакетов, а Мгм. потом появился Snap, FlatHub, Flatpak, Snappy. Flatpak, Ага. Snap, да, и, короче, и все начало потихонечку туда скатываться. Понятно, что работает не очень хорошо, не очень красиво пока что, но, возможно, когда-нибудь что-нибудь поменяется. Да не, это Давай. огромный прогресс. Ты что, когда пакет упакованный, у тебя все версии библиотека правильные, все подходит, это идеально. Я просто помню, как на Linux раньше это было. Там чуть ли не даже пакетные менеджеры нормально не работали. Ты из исходников все собирал, а потом еще все ругалось и разваливалось. Это кошмар был. А еще под каждый дистрибутив своей версии. Слушай, Вот. возможно, возможно. Давай к следующему тейку. У чувака тут говорит про баг-баунти программах, о том, что типа залейте на баг-баунти программу. Мгм. Давайте, короче, подробнее про баг-баунти программу. Во-первых, нужно четко понимать, что баг-баунти программа это не то, что ты пошел, кинул приложение, и там чувак что-то нашел. Мгм. Учтите, что отчет на баг-баунти программе должен кем-то разбираться. И это М. нифига не аутсорс чаще всего. Это разбирают те же, ну, типа, кто в здравом уме отдаст приложение на вне, и что кто-то внешний будет регулировать о том, за что будут Да. платить деньги. Но это бред, конечно. Естественно, есть внутренние специалисты. То есть почему у очень многих компаний свои бэкбаунти программы? У того же ВК, у того же Wildberries. Я знаю, что они много с кем сотрудничают, но у них в любом случае разбирают те специалисты и подтверждают окончательно результат пентеста и результат найденных багов специалисты из компании. Да потому что, ну, как бы, а как? Типа, кто Это да. еще, кроме специалиста из компании, может подтвердить, что баг вообще эксплуатируем, что баг адекватный? Ну, то есть, Как, типа, слушай, как это вообще процесс происходит? То есть кто-то отправляет запрос, типа вот я нашел баг. Там обычно программы для внешних доступны людей, да, кто может сабмитить свой репорт насчет баг-баунти. Он ну, ты что был находишь найден. уязвимость, делаешь репорт, Да. отправляешь в бэкграунде программу, репорт Тебе проходит молчать, ничего никто не говорит, что там подтвердилось, не подтвердилось, обычно молчание, да? А потом уже, когда все... Ну да, по факту доходит до специалиста, то есть проходит некоторый этап опрувов, доходит до специалиста, специалист либо подтверждает, либо нет, либо ты досылаешь какие-то дополнительные артефакты, договариваешься, но в итоге тебе либо подтверждают, либо нет. Мы недавно Но тут лишних обсуждений с тобой не делают, да? Типа они говорят, ой, я там могут обсудить, могут тебя Но напрямую все-таки, ты связать с слушай, а вдруг там, не знаю, адвокатом. чувак нашел, допустим, что там при вводе определенного ключа, там, не знаю, пароля, а может зайти в какой-то аккаунт и перевести деньги, допустим, в такое серьезное. И мне кажется, первым делом они сначала это все пофиксуют, а потом уже будут там что-то еще подтверждать. Или... Ну, конечно, как бы они закрывают, потом оплачивают деньги, Ага, естественно, как бы ну, для понятно. них это важно, ну, как бы. Ну, плюс как бы есть неразглашение, то есть, типа, там очень много нюансов. Я, на самом деле, только-только начинаю погружаться в ББ полноценно, потому что для меня, на самом деле, это очень новая сфера, и там очень-очень много тонких нюансов. Мы с моим Мгм. коллегой сейчас периодически сидим на разных бэкграунде программах, исследуем некоторые кейсы. Это достаточно прикольно бывает. Да, Я конечно, да, недавно интересно. выкладывал в канал, помнишь, там, типа, скриншотик, там, Лариса Долина, где Долина промокод, это мы KFC немножко копали, смотрели, там достаточно прикольные вещи есть. Действительно, то есть, типа, изучать разные приложения, это интересно. Потом А, ссылку тогда дашь, я это скину в описание, чтобы люди посмотрели кейс. Хорошо. А, так, ну, Ну, получается, своего рода тоже аутсорс, нет? И если человек извне как бы прислал баг, и они все-таки говорят, вот участвуйте в нашей программе, или это не аутсорс, это что-то другое, как называется, чтобы закрыть эту подожди, тему ну с стоп. аутсорс. Давай так, то, что человек нашел, это нужно Мгм. провалидировать, это нужно подтвердить, и нужно сказать, что это эксплуатируемо. Ну, то есть, типа, все равно нужна экспертиза на стороне компании, которая подтвердит этот баг. Ну, то Мгм. есть, типа, как без специалиста? Здесь вопрос, может ли обычный обсек без знания мобилки подтвердить баг в мобилке?
Возможно, если он посидит пару дней, разберется, но вы представляете, какая нагрузка на Да, бэкбаунтную программу на человека? Там репортов сыпется очень много, и разбирать их нужно постоянно. И когда это как бы вот такая история, конечно, нужны специалисты по разбору этих уязвимостей, так или иначе. Нужны специалисты, да. обладающие навыками. Ну, Чтобы они и, постоянно в штате наверное, были, чтобы они не просто там приходили там раз в месяц, да, чтобы именно постоянно были. человек, который приходит раз в месяц, он просто не сможет понять, а как Он не в бы, контексте. да, он не в контексте, он не понимает, ему нужно вообще понимать, как работает система. Без понимания работы системы ты не можешь подтвердить баг. То есть ты должен быть Мгм. погружен постоянно. Ну и, наверное, давай последний, короче, такой тейк по поводу комментария. Человек действительно не понимает, кто такой специалист по мобильной безопасности. Ну, во-первых, как бы специалист по мобильной безопасности знает сети. То есть на каком-то минимальном уровне, но он их знает. Это человек, который умеет ресерчить. Это человек, ну, типа, проводить исследования. Не то, что там, типа, я пошел в Гугле нагуглил, а это человек, Мгм. который умеет садиться и кропотливо искать всю информацию, добывать ее, делать гипотезы, подтверждать их, опровергать. Это тоже большая работа. Это человек, который хорошо знает операционные системы, действительно хорошо, потому что без понимания операционных систем и того, как это работает, очень сложно работать. Ну, типа, банальный SE Linux может сломать тебе очень много всего, а если он включен в неправильном режиме, ты его Ты отключить не говоришь можешь. про SE Linux, да? SE Linux. Да. Мгм. Ну да, конечно. SE Linux, как работает песочница, что, зачем нужен чмот, что это такое вообще? Ну, как без этого никуда. Это средненький реверсер, который может пойти и что-то разреверсить, что-то достать. То есть, типа, причем чаще всего это реверсер, если это человек универсальный, то есть это iOS плюс Android, то он Да, должен... это то, что ты сказал только что тут про Linux только, а там же под Mac там вообще другая история, там BSD, и все-таки иная модель даже безопасности и песочница, там все иначе. Там бинарники. Нет, там не Да, совсем иная модель безопасности, там есть схожие вещи, но разница основная в том, что под андроидом у нас по факту джарники хорошо скомпилированные и оптимизированы под операционку андроида. поверх Linux, да. Под Да, да, Android, да. а Android еще там внизу уровень это Linux ядро еще валяется. Да, 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 да. А в случае с iOS это бинари. Бинари, которые запиханы в песочницу. Ничего такого там сверхъестественного нету. Что еще? С Ну, очень как плохой бы, многозадачностью, хочу добавить, в iOS. не будем это обсуждать, не тема сегодня. Слушай, ну, как минимум, этот специалист по мобильной безопасности должен знать веб на каком-то приемлемом уровне, потому что это все-таки клиент-серверная архитектура, и без этого никуда. Ну, как бы большинство мобилок– это клиент-сервер. Никуда Мгм. не деться. Приходится знать веб, приходится знать безопасность бэкэнда на каком-то уровне. Ну и как бы что тут? Ну, мне кажется, что как минимум это человек, который может в чем угодно разобраться. И когда говорят о том, что ну ты нафиг никому не нужен на рынке, ну как бы, чувак, я как минимум там джун обсек веб, а еще там типа еще хрен его знает, сколько знаний у меня есть. Может, я потом захочу в безопасность контейнеров пойду, посижу, подучу, пойду вон докеры с куберами защищать, Да, это тоже если мне большая так тема. захочется. Да, то есть Слушай, типа тема интересная. завершая на этот коммент уже постепенно, хочу сказать, что обычно вот такие комментарии оставляют неудачники, которые, как правило, их цель вот является там типа вот, ты вообще никто и прочее, а сами они обычно, вот специалист, не знаю, я не представляю, чтобы какой-то специалист вот так вот взял бы и как такое написал. По той причине, что специалист прекрасно понимает своей головой, что там такой труд, там, не знаю, разбираться в этом всем. Так что, ну, что тут сказать? Слушай, сейчас будет, скажут, что мы весь ролик хейтим комментарий, просто будет подборка хейта. Но на самом Ну, деле ничего я могу страшного, сказать, по делу. человек просто, наверное, ну как бы не имеет широкого кругозора и не понимает сферу. Что ж поделать? Бывает. Ну как бы Да, я, да. я к сожалению, к своему видел, находясь на уровне джуна, когда-то давно походил по многим собеседованиям, и я видел, как именно на позиции разработчика джуна, когда я работал разрабом, я видел, как, короче, даже в разработке есть ребята абсолютно сумасшедшие. И это еще было когда появился, до того, как появился веб-кодинг, когда тебе там типа рассказывают очень умные вещи и рассказывают, как все легко и просто. Когда Мгм. человек действительно не понимает ничего в сфере этой. И это, к сожалению, тенденция сегодняшняя тоже. И таких людей много, которые просто, ну, то есть они остановились на каком-то уровне развития, и дальше как бы они не двигаются. Это, Да. ну, нормально, бывает такое. Я не осуждаю, чувак, если ты там обиделся и посмотришь этот ролик, прости. Мы не обсуждаем, просто Вот, да. вот мы не осуждаем, мы просто разбираем комментарии, чтобы потом не было вопросов. Таким образом, немножко отвечаем тебе. Спасибо тебе за комментарий, было приятно разобрать их. Да, перед тем, Ну как перейдем что, к следующей теме, скажу, что есть даже такая поговорка: чем больше вайп-кодинга, тем больше работы у безопасников. Так что это наоборот, только тебе в копилку. ой, ой-ой-ой, вайп-кодинг.
Все Слушай, ключи на ну, гитхабе, когда там доступны, еще что-то, другие проблемы. Это прям вот. да, это здорово. Ну, что, давай поговорим про события в мобилке. Самое главное событие, да. Вот Мгм. я когда у тебя увидел в Телеграме сообщение про то, что вот смогли симулировать, значит, iOS полноценно на Mac, я такой сначала подумал, а что, разве симулятора под Mac не было? А разве это уже не было возможно? Короче говоря, объясни, пожалуйста, что случилось и почему это так важно. Это не симулятор, это раз. Это полноценная Так. виртуалка с айфоном. То есть, по факту, подняли виртуальный iPhone, То есть полноценный. QEMU, да? То есть QEMU какой-то там есть Ну, с я, чем-то. я не знаю, что там под капотом, я еще не успел, честно говоря, почитать весь гайд, но Мгм. пообщавшись с ребятами, это реальная виртуалка, это полноценный рабочий девайс, ну как это, у тебя полноценный рабочий девайс в виде виртуалки на макбуке. И самое важное, когда это виртуалка, мы можем редактировать системные файлы, мы можем там сделать jailbreak. А Мгм. что это говорит? Это говорит, что на 26-й iOS у нас появится в скором времени Jailbreak. рабочий аккаунт jailbreak. Это победа, которую мы ждали с 2022 года. 16 iOS, на который был сделан jailbreak, это 2022 год. То есть, посчитать, 4 года не было нормального стабильного jailbreak. То есть на Мгм. сегодняшний момент jailbreak появился. Мы очень ждем, пока он действительно станет стабильным. Мы подождем. То есть это я на выходных попробую повторить. Мне очень интересно попробовать. Я предполагаю, что там достаточно много костылей, много работы, но это так всегда. Без этого никуда. Я думаю, что на начальном этапе в jailbreak тоже было очень много костылей. Ну да. Но это уже огромный прогресс по сравнению с тем, что было раньше. В чем самый главный плюс этого всего? В том, что это значит, что мобильный пентест блэкбоксом у нас не умер. Мы будем продолжать пентестить мобилки блэкбоксом. У нас будет нормальное тестирование мобилок. И нам действительно по факту не нужно брать готовые ипашники, просить у вендора ипашники, скомпилированные под поддержку 16 iOS. И это значит, что в ближайшем будущем все-таки мобильный пентест на iOS будет жить, и это ура на самом деле, потому что для сообщества последние годы были очень печальны, когда выходил 17, Да, да. 18, и ничего не было, все переживали. Все, этот этап закончился, Я, у знаешь, нас что-то не пойму. Самое главное, почему Apple-то не понимает это, что это очень важно, чтобы безопасники могли хоть какую-то закрытую программу за деньги сделать, чтобы они имели возможность. Нет. Вот нагло все Они заварили. делали, но просто, видишь, они предоставляли специальные устройства, на которых были Ага. root-доступы, но они предоставляли ограниченному кругу лиц, и кроме этого ограниченного круга лиц никто не мог получить это устройство. И это, короче, Мгм. была какая-то собственная Apple-овская программа только для специалистов по безопасности. К сожалению, у Apple как будто бы нет понимания, что для тестирования их приложений, вообще, в принципе, приложений самой компании необходимы девайсы здесь и сейчас, а не когда-то каким-то специалистом по безопасности для того, чтобы Да. тестировать только безопасность самой iOS. То есть, типа, Ну, то это есть это, разные. это модель 2000, какого-то там, не знаю, 10-13 года, когда еще так можно было как-то жить. Потом Нет, это времена модель поменялись. закрытых дверей. Это, Закрыто. короче, когда компания пытается просто делать очень закрытый софт и не хочет ничего в сторону отходить, потому что боится, что найденные вещи будут очень сильно, ну, как бы очень сильно повлиять на репутацию. Это нормальная ситуация. Мгм. Как оно утекло, Слушай, кстати, слушай, и что произошло? Так просто пару слов. Какая-то программа там Слушай, была, ну я так ничего не понимаю. утекло, просто на самом деле ожидаемая ситуация. Ребята ресерчили очень много команд разработки jailbreak. Я видел, что уходило очень много команд разработки jailbreak, искала этот jailbreak. Просто стандартный процесс поиска уязвимости. Здесь нашли Мгм. неуязвимость, здесь нашли способ пойти другим путем. Посмотрели в другую сторону. Как сделать виртуальный iPhone полноценный. Все. То есть ребята Мгм. действительно пошли в эту сторону, действительно очень глубоко копнули и разобрались. Это очень здорово, потому что, ну, без этого сейчас А никуда. как они зареверсили там всю эту цепочку загрузки и вот это вообще сам образ iOS, как это вообще, то есть, да, это темный лес, Это, конечно, я это, не знаю, это это очень много сложно. вопросов. Я очень жду, что чувак помимо инструкции выложит свой ресерч. Я очень надеюсь на это, потому что было бы интересно почитать его мысли. Очень интересно, очень много вопросов, как он вообще до этого дошел. И это действительно важно сейчас. Кстати, откроет ли нам это возможность в будущем, не знаю, загружать вообще на любом ARM-устройстве, по сути, iOS, или пока такого вообще нет? То есть там какой-то... Я думаю, что все очень сильно завязано на Apple. Без их чипов никуда мы не двинемся. Я думаю, что очень сильно завязаны на армовые чипы от М, Apple. Рассказываю про то, что произошло вообще, какие были события. На самом деле мгм, все было достаточно сумбурно и очень быстро.
Во вторник было видео о том, что появился возможность эмулировать iPhone, точнее виртуалка с iPhone. А в среду уже выложили гайд. Короче, дикая скорость производства, получается, этих всех патчей и всего подобного из-за того, что есть нейросети у нас, так я это понимаю. В этом смысл весь или нет? На самом деле, первое, что случилось, короче, чувак просто взял, прогнал гайд через нейронку, и получилось прям плохо. Ну, то есть не работала утилита, но буквально через несколько часов вышел официальный гайд. Чувак тоже использовал нейронку, но, видимо, более умную, и этот гайд вроде как уже рабочий. То есть, типа, как сделать виртуальный iPhone. Я не пробовал, но это гайд от того чувака, который смог завести, и этот гайд Мгм. уже официальный. Прям первая официальная тулза. И говорят, что вроде как получилось у пары человек из моих знакомых завести, и прям работает. И это круто, потому что на самом деле там тоже говорится о том, что использовалась нейронка, как бы без проблем. На сегодняшний момент говорит о том, что нейронка на самом-то деле, как бы не хейтили, как бы не говорили о том, что это убийца там все эти сферы, что все умрет, нейронка это штука, которая позволяет вам быстро выпускать софт около приемлемого уровня, на уровне MVP. Никто не говорит о качестве этого софта, никто не говорит о том, что это там прям типа вау, но на уровне MVP эта штука позволяет нам пилить софт, который выполняет свою работу. Да, он с багами, Да. да, ему нужно тестирование, да, ему нужен дебаг, но это говорит о том, что правильное использование нейронки при заранее разработанных алгоритмах позволяет нам ускорить разработку. И я могу сказать даже так, когда я, например, сталкиваюсь с какой-то задачей на сегодняшний момент, ну, например, вот базовый пример, у меня сейчас готовится большая конференция в рамках нашей компании, внутренняя конференция, и мне для нее там нужно в определенную систему сделать определенный функционал. Система open source, и она обладает системой плагинов. У нее достаточно неплохая документация, она неплохо изучена. И я такой, либо мне нужно переписать всю систему для того, чтобы там что-то работало, либо написать плагин. Я могу сказать Да. так, нейрон сгенерировала плагин с нужным мне функционалом за 10 минут. Три раза я его подебажил, я прочитал этот код, я его исправил. Написал бы я его гораздо дольше, честно могу сказать. Я бы разбирался с документацией, я бы разбирался, что не так. А тут я подебажил, исправил все нужные ошибки, которые там прилетали, подправил в пару местах ошибки, которые она сгенерировала, и она сделала. Да, плагин небольшой, функционал там очень небольшой, но он важный, и он в конкретной ситуации спасает и ускоряет мою работу. И к чему я это веду? К тому, что сейчас все кричат о том, что вот айтишечка умрет, программисты умрут, специалисты в безопасности умрут. Иди в сварщики, Это да. да, иди в сварщик. Короче, сварщики сейчас могут получать, ну, типа, 400 тысяч рублей. Офигенное повод переквалифицироваться. Да ничего не умрет на самом деле. Но мы видим, что изменения сферы уже происходят, но они происходят немножко по-другому. Мы перестаем думать о том, как писать круды, по факту перестаем, потому что это может делать нейронка, это простые действия, это там ну, совсем тривиальные действия, которые раньше предполагают, что нужны. И переходим к тому, что мы пишем алгоритмы. Мы пишем алгоритмы, мы учимся дебажить софт, мы учимся работать с нейронкой так, чтобы она писала более-менее приемлемый код. И это не значит, что она научится делать это лучше разработчиков. Это значит, что мы просто становимся новым фильтром. Но важный момент, нейронка не пишет код безопасно и никогда не будет писать код безопасно, потому что нейронка обучена на коде, который писали люди, и люди совершают ошибки. А следовательно, Ну, все, что пишет нейронка, будет совершать ошибки тоже. Банальный пример. Недавняя прогремевшая уязвимость React for Shell. А, Пример почему? Потому что был React, есть фреймворк React для разработки веба, достаточно обширный. Что было? тут там В малварь составе вшили, по-моему, правильно. да? Что-то вшили какую-то гадость. Не, там был прикол в чем? Там можно было составить определенным образом запрос и получить shell на сервере, где поднят веб-сервер React. Мгм. То есть, типа, по факту, самое смешное, что в этой истории тоже есть нейронка. Первый ПОК, который был сгенерирован и выложен в канал, по крайней мере, по Хека, большой канал по Бакбаунти, Не реклама. там да, это не Хотя он реклама. неплохой. Там был бок, сгенерированный нейронкой, то есть типа эксплойт, который был сгенерирован нейронкой, он не работал. И ребята из моей команды искали долго нормальный рабочий ПОК и сами его писали, реализовывали. Они на самом деле нашли коммит
потому что вендор выкатил информацию о том, какие версии защищены. Они нашли в коммит, который исправляет уязвимость, подготовили ПОК М, и с помощью этого ПОКа уже находили. И на самом-то деле в чем история? Нейронка ускоряет в одних вещах, простых, монотонных, которыми никто на самом деле заниматься не хочет. Ну, никто не хочет писать круды, но это неинтересно. Но мгм. ухудшает ситуацию, когда речь заходит о вещах, о которых нужно думать, потому что она пытается думать за вас, но она никогда не будет думать, как нужно это делать. Нейронка– это не мозг. Оно не обладает аналитическим мышлением. Это не штука, которая может писать алгоритмы. Это штука, которая просто обучена Да. делать вот так. Делать вот так. Вот ее научили круды фигачить, что там должен быть get-запрос. Она будет их фигачить. Да, Ну, все так, по короче, сути. Ну, ты знаешь, что я заметил? Что я часто беру, консультируюсь, допустим, какой-то код написал, блин, я не уверен, нормально это или ненормально. Пойду спрошу у другой нейронки. Выбираешь другую модель, спрашиваешь, что она скажет. И вот так ты, сопоставляя их вместе друг с другом, ты можешь примерно составить в голове, что каждый из них думает, и на основе этого какое-то свое мнение. Если его не было, то получить, а если оно было, как бы ты скажешь, не-не-не, делайте вот так вот. Не знаю, вот, может быть, слушай, ты что-то другое скажешь? Чё? я тебе больше скажу. Сейчас есть, короче, очень куча прототипов, когда говорят, что типа вот обсек должен пользоваться такими штуками. Там типа буквально агент ИИ, еще один Мгм. агент ИИ, еще один агент ИИ. Один агент ИИ делает расследование в инфраструктуре, второй агент ИИ готовит эксплойты, третий агент ИИ их запускает. Ну, короче, там просто цепочка из агентов. Проблема в чем? Это тот же самый сканер, это тот же самый Dust, просто Dust основанный на ИИ. И как бы Мгм. это нормальная история, это вполне себе нормальная попытка сделать хорошо, но пока что это не приносит каких-то сумасшедших результатов. У меня на самом деле очень большой вопрос, зачем во все утилиты пихают ИИ, куда нужно и не нужно, потому что, ну, не Да, всегда это это нужно. точно. Типа, А еще MCP тут а, везде вылазит, слушай, везде все. MCP, 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 ну, господи, ну сколько можно уже? Вся эта интеграция, уже думаешь, перебор. есть еще, короче, один такой момент, про который вот я недавно услышал. Кто-то из манго, или как сейчас называется, фанк, манго, что у нас сейчас? Ну, короче, Про что? крупной компании Я не заявил о знаю. том, что они, короче, в скором времени нейронка сможет генерировать не код, короче, в виде вот типа, как мы его воспринимаем, не код, а генерировать бинарь. И здесь, Мгм. короче, это было очень смешно, потому что, чтобы вы понимали, нейронка– это штука, которая умеет писать текст. Она никогда не будет писать бинарный код. Не надо, это Слушай, две подожди, так разные это, вещи. мне кажется, ты говоришь про тот кейс, когда вот недавно Илон Маск сказал, через там Это полгода да. нам не нужно будет писать код, он будет автоматом из нейронки в бинарь переходить. Я такой думаю, ничего Да, себе да, да, да. заявление. Да, оно может, конечно, генерироваться, но оно будет генерироваться как? Это просто будет читаемый текст, это будет бинарь, который написан текстом. Это не будет, это будет очень много проблем, оно не Мгм. будет нормально работать. А как это То есть, дебажить типа, вообще? как дебажить непонятно, потому что, ну, то есть, типа, что мы на рынке найдем миллион специалистов по ассемблеру, или мы нейронку научим анализировать ассемблер. Ну, короче, это будет вообще абсолютно нерабочий кейс, и я очень сомневаюсь, что это получится. Если получится, будет интересно посмотреть. А самое важное, это к тому, что вот, типа, возвращаясь к комментарию первого человека, вот если ты досмотрел видео до этого конца, и ты вдруг смотришь наше видео, можешь написать комментарий о том, что в ближайшее будущее из-за Илона Маска нам не понадобится больше специалистов по бинарщине. Я могу сказать так, скорее всего, нам понадобится куча реверсеров, которые будут реверсить эти бинари, находить в них ошибки, находить в них уязы и закрывать их. Ну, как бы, в принципе, нормальный тейк. То есть, типа, реверсеров понадобится офигенное Ну, количество, типа, если мы это решим будет одну так. проблему, создадим другую, короче говоря. Это, то есть, Это ничего лучше всегда не будет. так. Нет серебряной пули. Мы не можем как бы избавиться от человека, который уже приносит пользу. Ну, типа, мы можем избавиться от какой-то совсем очень маленькой рутины. Мы не можем научить машину думать. Мгм. Это доказано. Мы не можем научить машину думать. Мы не можем переложить ответственность думать за нас. Мы можем нанять еще 3 человек, обучить их, как бы они могут думать за нас. В таком контексте это еще как-то работает. Но когда мы пытаемся переложить на какую-то железку, я думаю, что у нас не получится. Во-первых, потому что у нас мышление по-другому устроено. У человека это уже доказано. Мы не процессор, мы не железка, мы не думаем бинарными алгоритмами, мы думаем все-таки немножко по-другому. У нас есть процесс исследования, и это самые важные вещи. О чем Да. я говорю? Я говорю,
подвожу к завершению, наверное, нашего сегодняшнего с тобой разговора. Я говорю о том, что на сегодняшний момент от специалиста важны несколько вещей. Это умение понимать информацию, умение ее анализировать и умение делать собственные выводы на основе Мгм. собранной тобой информации. И умение фильтровать информацию. Потому что фильтровать информацию – это тот навык, который нам сейчас понадобится очень сильно. У нас будет очень много поков, написанных нейронкой, у нас будет очень много программ, написанных нейронкой, у нас будет очень много языка информации, Уже, да. написанных нейронкой. Мы уже живем в этом мире. И умение фильтровать эту информацию станет основным ключевым навыком. Мы перейдем из разработки, из сферы безопасности в безопасный фильтр. Я говорю, скоро будет не обсек, а фильтр security, то есть человек, который будет фильтровать этот бред и приводить его в нормальное состояние. Вот как бы актуальность сегодняшнего мира. Еще знаешь, Спасибо какой... нейронкам. Да, еще знаешь, я хочу добавить такой фактор, как критическое мышление, потому что очень Конечно. многие смотрят на эту нейронку, ой, ну все, нормально, вроде как выглядит более-менее, а нужен такой человек, говорит, ничего, не, вообще не то, я это все выкидываю на помойку, это вообще не то. Знаешь, у А, меня есть классный коллега, он очень умный чувак, он очень классно программирует, и это человек, который в своей жизни очень много кода пишет. И мгм, он говорит о том, что он использует достаточно много агентов разных. И он говорит одну вещь. Он говорит, что нейронка, какая бы она умная ни была, вот сколько он перепробовал разных моделей, сколько версий, она делает хорошо простые тупые вещи. Что-то сложнее и то, что не было уже описано в интернете, а в интернете описано, к сожалению, очень-очень мало вещей. Не надо думать, что то, на чем была обучена нейронка, это весь человеческий потенциал за тысячи лет собранный в интернете. В да, интернете собрано очень много мусора. И не всегда информация. И очень много из-за того, что у нас есть желтая пресса, какие-то вкиды, нейрогенерации, которыми наполнен интернет. Сейчас да. на этом все уже обучаются новые нейросети. И есть вероятность того, что новые данные, на которых оно было обучено, это херовые старые данные, которые просто были Переработанный как-то. созданы. Да. И навык фильтровать, навык критического мышления на сегодняшний момент нужен будет всем. И, кстати, к моменту диплома. Наверное, ВУЗ учил как раз-таки этому критическому мышлению, просто я до этого еще не дошел. Ну, ты идешь, разберешься. Дойду рано или Последний, поздно, видимо. последнее, что хотел в завершение сказать. Ты сам лично какую нейронку предпочитаешь на данный момент, и какая вот тебе личная модель больше всех нравится, если есть такая? Слушай, я пользуюсь много чем. Основной для написания кода пользуюсь кодексом, просто потому что не пробовал клауды или как она там называется, что-то более интересное. Ну, как-то не доходили руки, 20 баксов пользуюсь как заплатил и раз пошла. Да. Ну, кодекс как-то просто, ну, справляется и справляется, меня устраивает. Короче, как я подхожу именно к разработке? Я написал нейронку, я это прочитал, если мне это нравится, ну, ладно, короче, я пытаюсь, я это применяю. Если мне это не нравится, ну, переделываю, короче, местами куски сам кода переписываю, это нормальная тема. Ну да. А, честно говоря, для генерации, ну, короче, и если есть доступ к DeepSeek, хожу в DeepSeek иногда, но DeepSeek чаще всего какие-то вопросы, документацию поискать, мне кажется, что он ищет просто лучше почему-то. У меня ощущение такое, что поисковик в нем немножко получше. Его Мгм. использую как поисковик. Использую встроенный в браузер Google AI, ну, просто потому что иногда просто ему проще задать вопрос, он Не быстрее пробовал найдет какую-то никогда, информацию. интересно. А, я, Слушай, а там я, просто через Tab и Enter в поисковой строке и все у Я тебя будет. Хромом уже не пользуюсь не лет 5 уже, потому что я перешел на Brave, и у него свой, там у него Leo и я есть, но я им что-то вообще не доверяю, как бы я думаю, что это Ну, я использую, такое. знаешь, вот так, как когда там, типа, не знаю, тебе нужно очень простые вопросы задать. Дома у меня есть Яндекс. Яндекс, Алиса, но это чисто, знаешь, там, типа, поугарать над ней вечером, попросить с ней с тобой в игры поиграть, не знаю, там, Там музыку уже ИИ включить. добавили. Слушай, ну да, на какие-то вопросы она отвечает, даже там можно подключить. Ну, у меня, по крайней мере, работает. Клево, Вполне клево. себе неплохо. Ну, короче, много чем пользуюсь, стараюсь, конечно, пользоваться побольше, потому что интересно, то есть действительно посмотреть, что отличает, что нет. Алиса в виде вот той Алисы, которая типа чата GPT, мне не зашла. Я пытался ей пользоваться, у меня есть коллеги, которые говорят, блин, прям вау, хорошо пишет текст, хорошо делает, мне не понравилось. На мой взгляд, чат То же самое пробовал мои вообще. мысли. Исправление запятых. Это прям, короче, важно. У меня есть боль. Я человек, который пишет без запятых, не проставляя знаки препинания. Не знаю, вот не получается у меня, не люблю я это делать, и все. Вот это я Депричастные даю обороты я не нейронку. слышал. Не, сейчас наоборот у меня идеально идут, но просто, короче, простая у них везде запятые, я не знаю, ну не получается у меня. Вот это я отдаю и это вполне себе нормально. Иногда какие-то фразы перефразировать, выдать мне 30 вариантов можно,
Но в Мгм. первую очередь всегда мысль идет от меня, нейронка– это просто какое-то преобразование. Я как бы всегда к этому веду, что не стоит полагать свои мыслительные способности на что-то другое. То есть первая мысль должна идти от тебя. Запрос, промпт и так далее– это делаешь ты, это твоя ответственность. А то, что там уже прошло некоторый процесс, это уже нейронка. То есть все-таки это инструмент, а не мозг отдельный. У меня есть, короче, пример человека, не буду говорить, где я с ним знаком, есть человек, который пользуется нейронкой как своим мозгом. Это реально. Это очень страшная ситуация. Я такого человека знаю, я видел его. Это человек, считая себя специалистом во всех сферах, он действительно пользуется нейронкой. Это не шутка, то есть, типа, вот не говоря о том, что там, типа, тема выпуска или я кого-то хейчу. Нет, есть человек в моем окружении, он реально пользуется нейронкой везде. Человек уже много лет учится в университете, не может закончить, потому что все, что он делает, делается нейронкой. Он не может ответить ни на один То есть вопрос на своего отдельный. уже мышления такого нет, как такого. Да, Ну, у это него нет да. своего Да, мышления, у него есть есть только такое. нейронка и доступ к нейронке. И вот к этому прийти, это, короче, будет оскорбление меня, оскорбление тебя. К этому прийти не стоит. Нужно все-таки как бы думать своей головой в первую очередь. Ну и как бы понимать, что нейронка– это инструмент, Но который я везде и не всегда применим. не всегда он релевантен, не всегда нужен. И я хочу сказать, что я когда так пробовал делать, как ты говоришь, как человек делал, в первую очередь это разрушает память. И у тебя память перестает нормально работать. Ты забываешь вообще все подряд, и память начинает рушиться от того, что ты на нее полагаешься слишком. А второй вывод, так сказать, обобщаю всю нашу беседу сегодняшнюю, которая, мне кажется, весьма интересной получилась, э, сконцентрировав в основном на информационной безопасности, также на чат GPT. Хочется подвести... Так, к чему я хочу подвести сейчас? Одну секунду. Да, Попроси ChatGPT сгенерировать тебе. да. Ты сейчас сгенерируй, что я хотел сказать. Придумай, да. Дорогие слушатели, вот вам пример. Короче говоря, что хотел сказать? Да, неважно, что хотел сказать. В общем, спасибо за беседу, Дани, это вообще было интересно. И надо почаще встречаться, мне кажется, по разным темам пробегаться, скажем так, которые у нас Зови, происходят. зови. Я теперь свободный человек, у меня нет необходимости, у меня нет других занятий, кроме тренировок, занятия собой, работы, ну и каких-то хобби, Работы поэтому какой-то там, на там где-то. время на какие-то такие вечерние разговоры я готов выделить всегда, и я с радостью буду тебе приходить, если будешь звать. Супер, отлично. Тогда счастливо, все, пока. Всё, Хорошего всем дня. пока-пока. Пока-пока.